Говорит Москва. Московское время 8 часов. Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку. Доброе утро, друзья! Или, как говорили в СССР, здравствуйте, пионеры! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие во времени. Представьте, один обычный день из жизни школьника. С одной стороны, 1980 год в Советском Союзе, эпоха стабильности, дефицита и пионерских галстуков. С другой, 2025 год в современной России, где гаджеты правят балом, а школьные уроки могут включать VR-экскурсии. Мы будем чередовать сцены, показывая контрасты. Но помните, это не просто фантазия. Все основано на реальных воспоминаниях, документальных источниках и фактах о повседневной жизни. Добавим щепотку юмора, ведь без него сравнивать эпохи было бы скучно, как урок алгебры без перемены. Наш герой из 1980-х – Ваня, типичный московский школьник 3 класса, а из 2025-го – Дима, ученик той же школы, но в эпоху смартфонов и онлайн-уроков. Поехали! Раннее утро 1980-го. Ваня просыпается в своей комнате в типичной хрущевке-пятиэтажке, где стены тонкие, как страницы из «Пионерской правды». Часы показывают 7 часов. Нет никаких смартфонов с будильниками в виде кошачьих мемов. Вместо этого из радиоприемника раздается бодрый голос. «Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку!» Ваня зевает, потягивается на скрипучей кровати. За окном серый рассвет над Москвой, где «Жигули» редки, а автобусы переполнены. А теперь 2025. Дима открывает глаза в своей комнате в новостройке, просторной, с Wi-Fi и умным домом. Будильник на смартфоне пикает в 6:45. Он не торопится вставать. Дима, как многие подростки, сразу проверяет уведомления в ВК или Telegram. О, новый ролик от блогера про Roblox. За окном Москва 2025 с электрокарами и дронами-доставщиками. Юмористический контраст. Ваня просыпался от радио о коммунизме, а Дима от уведомления о скидке в онлайн-магазине. Ваня быстро умывается в общей ванной. Вода холодная, но это норма. Надевает школьную форму и, конечно, красный пионерский галстук. Символ того, что каждый школьник – часть большого коллектива. Без него в школу не пустят. Юмор в том, что в 1980-х лайки ставили не в соцсетях, а в дневнике учительскими отметками. Дима включает умный душ, вода теплая с регулировкой температуры. Одевается в школьную форму, но уже современную. Удобные брюки, поло с логотипом школы и рюкзак с зарядкой для гаджетов. Оба знают, опоздать в школу значит объяснительное родителям. Завтрак у Вани – овсяная каша с маслом, хлеб и чай. Еда простая, но сытная. Мама напоминает есть быстро, сегодня суббота, но школа все равно. Да, в СССР учились 6 дней в неделю. Ваня жует, глядя на календарь. Фрукты зимой редкость, зато каша гарантирована. Дима ест йогурт с гранолой, банан и смузи. Продукты доставили онлайн. Школа теперь 5 дней в неделю, суббота свободна, но Дима отвлекается на ТикТок. Юмор. Ваня ел кашу молча, а Дима одним глазом на экране, рискуя пролить смузи на клавиатуру. Ваня выходит в 7:45. Идет пешком или на трамваре. Проходит мимо очереди за молоком. Дефицит учит терпению. Улицы полны спешащих на работу. План пятилетки превыше всего. Дима едет на электросамокате или школьном автобусе. Слушает подкаст в наушниках. Улицы чистые, с электробусами. Юмор. Ваня шел, мечтая о великом будущем коммунизма, а Дима о новом обновлении Fortnite. В школе Ваню ждет пионерский сбор. Все в строю поют гимн. Уроки начинаются в 8:30. Первый – русский язык. Учительница пишет мелом.
Классы большие, по 30-40 человек, все в одинаковой форме. Дисциплина строгая. Дима проходит через электронный турникет. Урок математики, задачи на планшете, интерактивная доска, акцент на цифровую грамотность и программирование, перемена, чат класса, мемы. После русского – математика, отметки в дневнике. Физкультура – это прыжки через козла, пионербол. На перемене развлечения простые – обмен значками, разговоры о госте из будущего. Юмор в том, что если бы Ваня имел калькулятор, учитель назвал бы это буржуазной роскошью. У Димы физкультура с элементами йоги, зал современный. Учителя отслеживают прогресс через приложение. Юмор в том, что Дима считает шаги браслетом, а Ваня просто бегал и не беспокоился о зарядке батареи. У Вани на обед борщ, котлета с пюре и компот из сухофруктов. Все почти бесплатно. Дети едят за общими столами. Макдоналдс еще далеко, появится только в 1990-м. Дима обедает в школьном кафе. Салат или паста оплачивает картой. Меню разнообразное с учетом диет, но иногда тянет к чипсам. В 1980-х их бы назвали империалистическим ядом. После уроков Ваня идет в Пионерский дворец. Кружки бесплатные, шахматы, авиамоделизм. Потом домой. Помогает маме. Реальные руки в клею, а не виртуальный самолет в игре. Дима на робототехнике строит дрона, потом репетитор онлайн. Юмор в том, что строит, но отвлекается на игру, а в 1980-х глюк был только у сломанного карандаша. Вечером Ваня делает уроки при лампе, читает книжку «Тимур и его команда». Далее простой ужин за столом с родителями. Потом телевизор, один канал, но без спойлеров и рекламы. Дима делает уроки онлайн с возможной помощью ИИ. Потом ужин с сериалом. Дима чатится с друзьями мгновенно, а Ваня писал письма, которые шли неделями. Вот и заканчивается обычный день из жизни обычных школьников. Ваня ложится ровно в 21 час, у него режим строгий. Дима ложится в постели в 22 часа, но скроллит в интернете до полуночи. Юмор в том, что Ваня спал спокойно, без синего света экранов. Может, поэтому и сны у него были ярче. Вот такой день, от пионерских зорек до цифровых будильников. Контрасты огромны, но суть одна – школа учит жизни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк и помните, юмор помогает пережить любой урок. Говорит Москва. Московское время 8 часов. Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку. Малышами были, в школу нас с тобой привели. Учителя заботы сразили.